В этом видео я покажу, как в Корее люди ездят на шашлыки. Все вы знаете, как это здорово замариновать мясо, взять мангал и на выходных выехать на природу, чтобы пожарить шашлыки и хорошо провести время в кругу близких вам людей. И сегодня мы выясним, делают ли так люди в Южной Корее, что у нас общего с ними в этой традиции, сколько это стоит, ну и, конечно же, у кого вкуснее. Всем привет, друзья! С вами Денис Ким, вы на канале Foodcore, устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. Что ты заказал? Что заказал? Не холодный, надеюсь? Это мой брат, он хангук, он заказал мне холодный кофе. Ну повернись хоть. Вот. Он, кстати говоря, хочет стать блогером. Вот. Так что подписывайтесь на его еще не созданный канал. Окей. Джан. Друзья, мы приехали за город в специальное такое обустроенное место, так называемый кемпинг, потому что, живя в таком городе, как Сеул, вам нельзя просто так собраться и поехать куда-нибудь на природу, как это принято у нас. Дело в том, что, живя в таком большом мегаполисе, как Сеул, и все его агломерации здесь очень большие, вам просто придется ехать в соседнюю провинцию. Но даже если вы туда уедете, просто так разжечь костер на природе нельзя. Здесь вся природа охраняется, и именно по этой причине существуют вот такие вот специально обустроенные места, где вы можете приехать и пожарить мясо на природе. Здесь, короче, есть вообще все. Если вы вдруг и забыли взять с собой, там, я не знаю, какую-нибудь посуду, либо рамен, чтобы поесть. Мясо, тут все, короче, продается. Есть даже лед. И, конечно же, тут есть соджу, есть пиво, есть всякие соки, вода. Но мы, конечно, взяли все с собой по привычке. И более того, мы замариновали сегодня шашлык и будем его тоже жарить. Набор для чистки зубов. Да. Почему здесь продается зубная паста? Знаете почему? Почему? Потому что корейцы очень бережно относятся к своим зубам, они чистят его 3 раза минимум в сутки. Всегда таскаю с собой зубочек. Это очень, на самом деле, практично, чтобы потом не тратиться на стоматологов. В России у нас тоже, на самом деле, дорого стоят услуги стоматологов. Так что чистите зубы всегда после каждого приема пищи. Это полезно. Сэкономите потом на лечении. Здесь, короче, есть даже щипцы для самгyeopsal и... Ой, здесь есть маршмеллоу. Еще здесь продается мороженое и стаканы со льдом. Ну и, конечно же, сам лед. Это если вы любите напитки попрохладнее. Здесь, в этой стране, все любят со льдом. Так что я не удивлен такому большому количеству замороженной воды. Тут есть готовые супы, прикиньте. Просто взяли, вскрыли, разогрели и все. И вот что это у нас тут. Юкиджан. О, можно юкиджан поесть. Ну и, конечно же, здесь есть вот эти вот замечательные рамены. Чоппагетти, один из моих любимых. Вот, юкиджан, про который я вам уже рассказывал в ролике про библиотеку рамен. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Ну и, конечно же, царь всех, так скажем, дошираков, это мой любимый шин-рамен. Корейцы местные очень любят вангтуко. Реально? Потому что здесь, во-первых, порция побольше бульона потом идет. И у них фишка в чем? У них фишка, когда переворачиваешь, что можно вкладывать салатик. Прикольно. Я такое сейчас, кстати, часто вижу именно в наших российских магазинах. Но не знал, что это тоже здесь популярно. И оно особо популярно, потому что в Корее, в армии, она стоит 200 копеек. Смотрите, здесь еще есть, продается мясо. Оно, правда, замороженное. Есть тонкий самгyeopsal, есть такой, ну, он тоже тонкий, но чуть потолще. Есть прям, вот, знаете, такой на слайсере нарезанный. Кстати, очень тоже популярен. Ну и, конечно же, самджан, кочудян. Класс. Ну и, конечно же, здесь есть куча всяких принадлежностей для кемпинга, а именно угли, всякие принадлежности для гриля. Ну, конечно же, есть тут и рюмочки под соджу. Куда уж без них на кемпинг, да, ребята? А это что у нас такое? О, какие-то цепи интересные, карабины. В общем, все, если вы приедете сюда с палатками, то тоже есть всякие принадлежности для того, чтобы поставить палатку, если вдруг что-то забыли. В общем, все очень продумано. А вот это что за штука? Смотри. Это какая-то... Гриль, наверное, или что-то типа. Печь-гриль, да, внутри, кстати, почему-то гирлянда. Блин, круто. Ну и, конечно же, всеми любимые корейцами Starbucks. О, смотрите, тут даже есть штатив
Я думаю, я здесь не один такой, кто приезжает на кемпинг и снимает блоги. Поэтому вот если вдруг вы забыли штативчик, то можно купить его здесь. О, здесь даже есть эти газовые горелки, вот эти вот лампы. Блин, можно, знаете, вот на YouTube есть специальная такая категория, именно поездки на кемпинг. Особенно там, знаете, какие-нибудь молодые девушки ездят, ставят палатки и так далее. У них всегда вот такие вот лампы стоят. И это всегда очень выглядит мило, красиво. В общем, интересно. Здесь все продумано, в том числе даже для, скажем, визуала. Если вдруг вам станет скучно, здесь есть автоматы, где вы можете потратить все ваши деньги. Я знаю, о чем говорю, потому что я иногда захожу в такие вот места, где стоят, я не знаю, как это не однорукий бандит, но это очень похоже. В общем, стоит это примерно так же, как и в Сеуле, но эта тема высасывает из вас деньги. Вся эта штука стоит, я не знаю, там 2-3 тысячи вон, но скорее всего вы потратите 10-15 тысяч вон на то, чтобы вытащить одну такую игрушку. Но мой самый любимый, так скажем, аттракцион, о, это вот эта штука, да. Моя любимая игра. Итак, друзья, мы готовимся к приему пищи, так скажем, и смотрите, какой у нас сегодня стол. Мы накупили кучу зелени, взяли огурцы, помидоры, грибы, лук и, конечно же, смотрите, сколько панчанов. Из панчанов у нас достаточно стандартный набор, все это приготовлено мной, конечно же, кимчи. Вот я взял еще закуску из огурцов, папоротника, сои, ну и вот такой вот панчан из жареных грибов. Очень, кстати, вкусный. Когда-нибудь я вам покажу обязательно рецепт. Конечно же, рис еще, без него никуда. Ну и самджан, а еще мы взяли вот такую вот штуку, смотрите. Называется самму. Мы будем сегодня тоже заворачивать туда мясо. Когда вы в Корее приезжаете на природу, на самом деле вы не готовите какое-то специальное мясо. Вы обычно готовите так же, как и в каком-нибудь там мясном ресторане. Самгёпсаль, либо кальби, либо пульгоги. Собственно, мы сегодня будем жарить самгёпсаль, но, конечно же, еще и будем пробовать шашлык. Собственно, мы взяли два вида самгёпсаль, один нарезанный уже, но он такой тоненький, поэтому мы еще взяли вот такой вот большой толстый кусок. Сейчас мы его тоже нарежем для того, чтобы пожарить на гриле. Так, смотрите, я сейчас буду нарезать мясо. Видите вот эту надпись? Потом мы, естественно, доску помоем, перевернем и будем на другой стороне нарезать овощи. Когда самгёпсаль нарезан очень тоненько, мне не нравится, он быстро жарится, он не такой сочный. А вот когда он в такой толщине, получается невероятно вкусно. Вот такие вот, друзья, красивые, классные кусочки. Сейчас мы их будем жарить на гриле. Если не хотите париться, то можете в любом корейском магазине купить вот такой вот уже заранее нарезанный самгёпсаль. Ну, смотрите, какой он тоненький. Он, конечно, вкусный, классный, ну, блин, он не такой сочный в итоге получается. Поэтому я люблю больше вот такие куски. Вот сравните просто. И, кстати говоря, в хороших ресторанах, хороших чиктанах тоже обычно подают самгёпсаль вот такой вот толщины. Вообще, на самом деле, процесс очень сильно похож, как у нас, да, скажем так. А что я скажу так? Я-то зарусевший. Корейцы обычно стоят, жду, пока они раскалятся. Это да. А мы вот так вот раздуваем. Если вы кореец, хангук, это для вас лайфхак. Берете вот такую штучку, как правило, плоскую, и все, и раздуваете угли. Костя заморочился и купил шампуры для... Он у нас такой тоненький и короткий. Нанизим красиво на шампуры, но будем жарить на сетке. Потому что у нас, к сожалению, здесь не мангал. Мне кажется, здесь даже не знаю, да, что такое мангал? Да, в Корее вообще нет такого мангала. Когда у меня был ресторан, получается, Пучони, шашлычный сам, я все делал на заказ. У тебя был ресторан? Да. Пучони? Пучони, мы открывались, семейный бизнес. Почему я о нем не знал? Родственники, да, вот не знаешь. А сколько он просуществовал? Мы прорабатывали ровно год. Ну я вот как раз в 17-м году был и не застал. Да, скорее всего. Мясо горит, видел это видео? Горит, армянин смотрит видео Юлии Высоцкой. Она серьезно говорит. Блин. На мой взгляд, мангал удобней. Да, я тоже согласен с этим. Я вот не знаю вот устройство вот этих вот американских грилей. Я знаю, что они сейчас у нас очень становятся популярными. Вот, но вот сейчас смотрю на это. Ну ладно, самгёпсаль жарить здесь, да, но вот шашлык точно, наверное, неудобно. Корейцы увидят, скажут, что вы делаете, зачем вы мясо поливаете с пивом. Ну, так вкуснее. Пусть сходят в чешский ресторан и попробуют. Там это нормально.
have some fun tonight. I wanna show you all the lavish things in life. So raise your toast for all the good times that we'll have. Сочно. Очень сочно. Rich people dreaming. Друзья, посмотрите на эти куски мяса, какие они большие, красивые, сочные, имеют такую вот яркую, классную корочку. И мне уже не терпится, конечно, попробовать. Мы так уже один кусочек разделили вместе с Костей. Ой, и, конечно же, есть запах дымка. Конечно же, это мясо не маринованное, но, тем не менее, я уверен, это очень вкусно. Сейчас мы будем это заворачивать все в листья, макать в соус, посыпать солью. Короче, надо есть. Смотрите, какую мы соорудили конструкцию. Тоже здесь обычно так делают. Постелили фольгу и непосредственно положили туда мясо. И оно не будет сейчас гореть, оно будет так чисто всегда в подогретом состоянии, пока мы едим основную порцию. Конечно же, мы пожарим кимчи, так будет вкуснее. Плюс ко всему, если у вас кимчи уже давно приготовлено, уже такое залежалось, немного более чем кислое, то в самый раз его использовать именно таким способом. Можно приготовить суп кимчи-чиги, можно просто пожарить с мясом, будет очень вкусно. Есть очень классный аромат дымка. Именно этим отличается он от самгепсаля, который готовится в Чиктане. Я уверен, что оно того стоит, чтобы выехать вот так вот на природу и пожарить самгепсаль на гриле, на углях. Блин, это вкусно. В Чиктанах, когда ты готовишь тоже на углях, как будто другой вкус. Здесь больше дыма, и вот этот дымок во вкусе очень классно ощущается. Мне очень нравится. Вкусно? Сейчас мясо попробую точно. Да я про панчан спрашивал. Панчан тоже вкусный, да? Я готовил. Два хангука жарят, а все остальные, да, все остальные, кто из России, кушают. Что это за такая несправедливость? Ну, гость приехал. Точно, точно. Ну, короче, когда ДХ даже поругались, потому что мясо неправильно я делал. Она говорит, надо вот так вот, типа, делать. Я такой, ну, типа, ж не обязательно прям по-корейски делать. Нет, надо делать. Самгепсаль делать надо так. И никак иначе. Не, я бы тоже классно пожарил. Просто вот тут захватил, так скажем, щипцы. Более ответственный человек. Не, я уже с камерой. Но Костя сказал, что шашлыки будем жарить мы с тобой, Марк. Понял? Ладно, без проблем вообще. Мы в Владивостоке постоянно, когда хоть немножко теплее стало, становится, все, берем, едем куда угодно, там на пляж, в лес, и все, и делаем шашлык. Ну, к сожалению, немножко не хватает этого. Все-таки, потому что шашлык тоже крутая тема. А я сейчас только что осознал, что жарить-то буду я, а ты будешь снимать. Не, мы можем поменяться. Ты будешь снимать меня просто. Костя вчера заморочился и купил вот такие вот шампурики. Я просто по-другому не могу назвать. Они очень какие-то маленькие, коротенькие. И я не совсем представляю. Короче, это не похоже на то, что обычно у нас. Чем богаты, тем и рады, как говорится. Ой, пахнет вкусно, пахнет домом. Я замариновал вчера вечерком шашлычок. Костя, кстати, тоже замариновал. Говорит, тут какой-то секретный соус. Я уже упоминал об этом. Интересно попробовать, что у тебя там за секретный соус с секретным ингредиентом, который называется любовь. О, я думаю, вот такого хватит. Отлично, один готов. Первый раз буду жарить шашлык на гриле. И мне кажется, это будет очень интересным опытом. Во-первых, он будет что круглый, и мы, скорее всего, просто положим мясо на сетку. А во-вторых, ну, там, я так понял, немножко другой принцип. Они там сейчас все мясо съедят, пока я нанизываю шашлык. Останемся с тобой самые голодные. Вы иногда пишете в комментариях, что Марк все время остается голодным, и его жалко. На самом деле нет. Я всегда покупаю на двоих, поэтому он всегда уходит сытый со съема. И сегодня он уже съел. Сколько ты съел кусков мяса? Штук 5? Да, 4, наверное, 4-5 где-то. Уже съел больше меня. Наверняка вы сейчас смотрите и вас интересует, как я замариновал шашлык. А все очень просто. Я купил 2 килограмма свинины, нарезал очень много лука, добавил соль, черный перец, немножко красного перца. Здесь еще кориандр и базилик. Все это дело мариновалось у меня всю ночь. Как вы видите, все очень просто.
Но пахнет бомбически. Я уверен, и на вкус будет тоже очень классно. Ну и мясо видно, что хорошо промариновалось. И будет очень нежным. Блин, так на самом деле непривычно, что мы жарить будем сейчас на сетке именно таким вот образом. А еще переворачивать, наверное, будет горячо, потому что шампур практически весь будет над грилем. Посмотрим, что из этого выйдет. Я уверен, будет нормальный результат, но, чтобы вы понимали, это очень непривычно. У нас случилось небольшое фиаско. К сожалению, эти шампура здесь, короче, так не работают. Да, они, во-первых, не переворачиваются, мясо ходит туда-сюда свободно. И, походу, придется их вытаскивать. Вот помнишь, вот у нас как в России, да, шампура, они такие немножко имеют такие изогнутые, как бы, получается. Да, Из-за этого мясо не переворачивает, ну и не вертится. А здесь они просто плоские, из-за этого мясо постоянно вертится. Поэтому мы решили вот таким вот образом снять мясо и просто жарить на сетке. И так будет, мне кажется, Быстрее и вкуснее. да, и вкуснее, и практичней. Короче, зря я все это делал, зря я там пыхтел, нанизывал. А на самом деле тут есть и мой косяк. Я-то что, залез в интернет, посмотрел. По форме они у нас такие же шампура, получается, и в России. Только она у нас крупнее, длиннее и прочнее, скажем так. А это что-то недоделанный какой-то шампур. Мини-версия. Короче, херня. В Корее не очень. Мне кажется, они для других целей здесь. Есть такое, короче, блюдо янкочи. Это такие маленькие шашлычки из баранины. И вот, мне кажется, это вот эти вот как раз для них шампурики. А еще мы, кажется, поняли фишку этого гриля. Когда накрываешь, очень много дыма получается, и мясо прям насыщается этим ароматом. Как я понял, мясо потом еще и получается сочнее за счет того, что оно вот в таком вот формате готовится. Но мы его, конечно же, потом в конце немножко до корочки доведем, да? Уже с открытой крышкой. Ой, оно поднимается, да? Ой, реально поднимается. 115 градусов. Сейчас мы к шашлыку приготовим небольшой овощной салатик. Конечно, к шашлыку более лучший вариант приготовить шакароп. Я не знаю, как вы, но мне больше нравится простой овощной салат с майонезом. Итак, сейчас мы будем пробовать мясо. Это, кстати, познакомьтесь, девушка, зовут ее Дахэ. Это девушка моего друга и оператора Марка. Она будет сейчас пробовать в первый раз шашлык и делиться с вами своими впечатлениями. Ты сегодня ешь в первый раз шашлык, будешь пробовать? Или уже ела раньше где-нибудь в каких-нибудь ресторанах? Я буду пробовать в первый раз. А ты, кстати, вообще как томаты, вот помидоры ешь обычно? Я не знаю, просто я видел торты, которые продаются украшенные помидорками. И, собственно, для меня это было достаточно большим в свое время удивлением. Вот ты как обычно их ешь? Раньше, когда я была в гостях у бабушки, она меня угощала помидорами, которые были маринованы в сахаре. У нас на столе помидоры представлены обычно не как банчан. Обычно мы их едим как десерт. Иногда мы их поливаем даже сгущенным молоком. Я обязательно так попробую, но сегодня ты попробуешь помидоры с майонезом. Договорились. Я обычно не ем мясо с зеленью, но при этом листья перилы мне нравятся больше, чем листья салата. Поэтому, когда я ем листья перилы, я не кладу внутрь много других ингредиентов. Также и с мясом. Мне нравится наслаждаться самим вкусом мяса, поэтому я обычно не заворачиваю мясо в листья салата, а ем их отдельно. Это называется блюдо шашлык. И оно мало того, что сначала маринуется, а уже после этого жарится всегда на углях, чтобы был вот как раз-таки вот этот аромат дыма. Если ты приготовишь шашлык дома, просто на сковороде, будет вообще не то. И, собственно, мне очень интересно твое мнение, что, на твой взгляд, лучше, что тебе больше понравилось. Пахнет дымком прям, ух как. Реально, очень вкусно. Как я уже сказала ранее, я люблю больше естественный вкус мяса. Поэтому, на мой взгляд, шашлык вкуснее, чем самгюпсаль. Ну что? Друзья, хоть убейте, но мне кажется, это лучшее сочетание. Какое тебе мясо нравится больше? Все-таки шашлык. Ребята, вот видите, корейцы предпочитают наше мясо, они предпочитают шашлык. Я не знаю, мне кажется, это даже звучит как хорошая бизнес-идея на будущее. Если вы откроете в Корее ресторан
в котором будут готовить шашлык, у вас будет стоять очередь из местных корейцев. Но это не точно. Я очень рад, что тебе понравился шашлык, который мы здесь сегодня приготовили, замариновали. И надеюсь, что мы будем также часто выбираться и есть шашлык чаще. Ну вот, Костя, ты как человек, который много лет жил в России, что ты можешь сказать? Какое тебе мясо больше нравится? Самгепсаль, вот так приехать на природе пожарить, или все-таки шашлык? Ой, это очень сложный вопрос. На самом деле, ну да, на природе, конечно, это будет шашлык. Ну и дело в том, что самгепсаль и муксаль мы можем там пожарить дома, в домашних условиях, но все-таки шашлык, природа, это необходимость. Знаете, я тоже, ребят, думаю, что самгепсаль вещь классная, и сегодня мы убедились, что даже на природе его приготовить это будет вкусно, и даже появляется какой-то особый аромат и вкус. Но самгепсаль вы можете поесть и в чиктане, можете приготовить дома. Есть чиктаны, где вы можете приготовить в том числе и на углях. А вот шашлык, если вы дома пожарите на сковородке, это будет вообще не то. Это будет не то. Да, поэтому все-таки мне тоже кажется, что на природе шашлык более выигрышная тема. Кстати говоря, Костя сегодня тоже принес мясо, тоже шашлык, замаринованный В секретном соусе. В секретном соусе. Давайте так, если это видео наберет сколько лайков? Ну давайте 30 тысяч лайков, я сниму рецепт на его секретный соус. Я его заставлю мне его рассказать, рецепт этого соуса. И мы с вами приготовим классный вкусный шашлык по версии Константина. На самом деле, ну, я тоже как бы бывший повар, у меня была шашлычка здесь в Корее, и знаю все маринады, но на самом деле вот этот маринад, он входит лучше всего, его всегда хвалят. Да ты просто хвалишь свой, поэтому... Не, на самом деле вкусно, и это очень необычно. Я уверен, вы такой не пробовали. Давай, если наберем 30 тысяч лайков, ты мне расскажешь этот секретный маринад. Само собой. И мы с вами его приготовим в рамках моего, там, не знаю, видео про приготовление шашлыка. Друзья, давайте подведем некий итог. Что я могу сказать, исходя из сегодняшнего опыта? Мне очень понравилось это место. Мне нравится, как здесь оформлены все эти места для кемпинга. Здесь действительно чувствуешь себя очень уютно. Тебе здесь, здесь просто красиво, здесь хочется фототься. Здесь просто приятно находиться. Но если мы говорим про именно формат еды, да, то есть когда вы приезжаете и жарите здесь мясо, то, знаете, все-таки жарить самгепсаль вот в таком месте, именно а-ля на природе, это не совсем то, что жарить именно шашлык на природе, потому что самгепсаль это не совсем такая уникальная, знаете, вещь, которая как-то матчится вместе с этим, с этой атмосферой, потому что самгепсаль вы можете пожарить и дома, вы можете пожарить его и в чиктанах, и в этом нет какой-то фишки, нет какой-то изюминки. А вот шашлык – это уже другое дело. Поэтому, если вы меня спросите, что мне больше нравится именно в таком формате, то я вам отвечу однозначно. Все-таки шашлык – это намного лучше, потому что в этом есть какая-то магия, в этом есть, конечно же, вкус. Конечно же, для меня это что-то больше именно родное. Но даже сегодня вы видели, что кореянка, девушка Дахэ сказала, что шашлык вкуснее. Он действительно... ей понравился больше, и я верю, что она это сказала не просто из вежливости. Поэтому, если вы едете на природу, готовьте шашлык. Я понимаю, нет мангала, но даже в гриле он получается просто великолепным. Поэтому шашлык – это наш выбор. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось, было интересным, и вы обязательно поставите ему лайк, а также подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Обязательно гляньте другие мои видео из Южной Кореи, а также вкусные рецепты, которые каждый из вас обязан попробовать. Ну а я напоминаю, что с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр, ну и увидимся в следующих роликах. Всем пока!